Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы будем с вами разговаривать по поводу абсолютно всех аниме-кулов в Манштате. Как их собрать, что для этого нужно, и я буду не просто тыкать место на карте и говорить то, что здесь ищите и вы найдете. Нет, я буду показывать, как это происходит и что нужно делать, потому что частенько будут встречаться загадки, головоломки и могут быть непонятки. На примере все вам продемонстрирую. Обо всем подробнее далее. А с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Насколько вы знаете, у нас представлено 4 территории, которые вместе образуют регион Манштат. Долина Звездопадов, склон Песни Ветра, Нагорье Ревущих Ветров и горы Светлой Короны. В отдельности будем рассматривать каждый из них, и помимо этого все это будет еще и пронумеровано, чтобы вам было проще ориентироваться. Естественно, нумерация будет отдельно, то есть здесь с первого и поехали, с первого и поехали и так далее. И начнем мы, друзья, с долины звездопадов. Так, это у нас первая локация, с нее вы и стартанете, и лучше бы сразу все дело собирать и отмечать у себя, не знаю, на скриншоте. Вот сейчас будет скриншот, где все отображено. Он продержится, долгое время, вы успеете это дело сохранить, скрин экрана и прочие дела. Но не все так просто. Просто прийти в точку в большинстве случаев не является тем, что вы откроете этот аниме-кул. Там будет какая-либо загадка, либо что-то нужно сделать, чтобы, собственно, его взять. Поэтому поехали по порядку. Первая точка. И спускаемся вниз, здесь падая с обрыва, видим сам аниме-кул и этих пацанов. Можно просто спокойненько его собрать, собственно, да и сразу телепортироваться куда вам надо. Вот вам для ориентира башня. Тут будут хильчурлы, но разберетесь, не проблема. И вон еще для ориентира 3 факела, где горит только лишь 2. Собираем духа раз, потом бежим непосредственно ко второму, его тоже собираем. Далее к этому дереву, за ним у кустов будет еще один, и активируется воздушный поток, который нам поможет. Аниме-кул собран. Двигаемся с вами дальше. Вот мы стоим у обрыва, на скале. Точка телепортации внизу, если что. И здесь у нас есть башня. Нам нужно на нее. И да, осматривайтесь, потому что, скорее всего, друзья, у вас здесь будет много неоткрытых сундучков. В общем, забираемся. Не с той стороны, конечно же, вот теперь с той, с нужной стороны. Продолжаем забираться. И теперь смотрите. У меня его нет, но он у вас здесь будет. Единственное, что вам нужно, это просто спланировать в его сторону. Сейчас точно покажу, в каком направлении он будет. Если я правильно помню, то где-то здесь, в сторону того закрытого сундука. Возьмите как ориентир. Этот проказник находится у нас под склоном, то есть мы планируем, спускаемся и стреляем глазками, смотрим. Вот он. Немножечко не рассчитал. Но не проблема, мы сможем подняться непосредственно и взять его. Этот будет находиться прям на верхушке данной каменной колонны. И да, она здесь лишь одна. Ни с чем вы, по идее, не спутаете. И видно ее с довольно большого расстояния. Забраться сюда тоже не проблема. Идя по этой вот дороге, вы увидите разбитую повозку и 2 дерева, и скалу. Вот между этим делом, где сейчас находится у нас летающий пацан, будет и еще один аниме-кул. Если что, это слайм, я знаю, как он называется. Тут будет находиться небольшой такой лесок с деревом, где вот такие вот ветви. Вот вам для ориентира дерево, статуя архонтов. И здесь еще хиличурлы обосновались. Не знаю, кстати, на постоянной основе это будет или нет. В общем, аниме-кул будет здесь. Вам будет проще, на миникарте у вас будет подсказочка его местонахождения в данном месте. Он у меня, как видите, тоже собран. Здесь будут руины вокруг озера. И нам нужно будет зайти в этот центр и, собственно, подняться непосредственно наверх. По идее, выносливости вам хватит. И тихонечко-тихонечко забираемся. Тут можно сделать передышку, восстановить выносливость.
Забираемся, забираемся. Здесь также можно сделать передышку. Забираемся сюда, и вот он, наш очередной анимакул. Ну а здесь, где я сейчас стою, примерно в этом месте, будет находиться следующий, и забраться сюда тоже не проблема. Единственное, тут, конечно, Стражи Руин, но он здесь один. Вы можете подойти с задней стороны, забраться по вот этой вот части, и все у вас будет хорошо. И да, это тоже у меня собранный. Важный момент. Находится это не рядом с этим подземельем. Подземелье находится внизу под нами. Мы находимся на этом утесе. И вот в этом месте, будет находиться камень, который нужно будет здесь сломать. Лучше всего это делается с помощью двуручного оружия. В общем, ломайте камень, и здесь будет анимакул. Для ориентира давайте-ка я немножечко просто отойду назад, чтобы вам было более понятно. Где это и как это. Нам нужны вот эти два маленьких острова. Дальность прорисовки не показывает, что на них находится. Я говорю про вот эту точку и про вот эту точку. Давайте-ка отправимся к самому ближнему, вот этому. Там будет находиться Анома Тотем. Вот сейчас он прорисовался. Нам туда. Нам в отряде нужен будет персонаж со стихией Анома, то есть воздух. Это либо ваш основной персонаж, он вначале у вас имеет такую стихию, либо какой другой, который тоже у вас будет. Берем Сахарозу, к примеру. И это, друзья, не 11-й получается, а 12-й. Немножечко я попутал, когда делал ту картинку, я думаю, суть вы поняли. Активируем. Получается вот такой вот подъем. И здесь у вас будет анимакул. И также двигаемся к другому острову. Там тоже, как видите, есть такой тотем. Поскольку они у меня уже собраны, мне довольно тяжело вам показать. Но вот, следующий мы его также активируем. И меж этими островами будет находиться в воздухе еще один анимакул. То есть это получается под номером 11, это под номером 12. Ну там, где мы были до этого. Тот же самый утес. Вот эти те острова, где мы были сейчас, и вот здесь у вас будет находиться дерево. Нам нужно спуститься на него сверху, и таким образом просто собираем анимакул. Да. И не забывайте, друзья, про сундучки, которые раскинуты практически везде. И финальный на этой территории 14-й находится вон там, куда я смотрю. Это, если что, самое первое место, где вы появляетесь. Вы появляетесь вот на этом берегу. И на карте этого острова нет. И если что, есть видос, как найти этот остров. Ну, можно даже с помощью Кеи построить ледяной мост, либо с помощью другого кривого персонажа. Отправляемся туда. Даже, кстати, я это пропустил. Вот самое начало. Тут скала. И здесь, что удивительно, драгоценный сундук валяется. Очень неплохо. Очень неплохо. Мы с вами на месте, на этом острове. И анимакул будет находиться на небольшой высоте над этой точкой. Если я все правильно помню, собрать его проблем не будет. Если не забуду, господа, то кину в описании под видео квест, связанный с этим островом, как его проходить, потому что тут головоломки, головоломки и еще раз головоломки. Надеюсь, не забуду, потому что этот видос, связанный с анимакулами, получается уж очень долгий. С долиной звездопадов, друзья, мы полностью разобрались. Все анимакулы, которые тут есть, теперь у нас. Теперь давайте разбираться со склоном Песни Ветра. Вот, пожалуйста, скриншот, отмечены точки. И опять-таки, не везде так все просто можно взять. Давайте-ка по порядку разбираться с каждым анимакулом, который у нас тут есть. Отправляемся к статуе Архонта у этого большого дерева. Вот статуя. Вот мы стоим здесь на валуне. И прям тут анимакул будет находиться. Нам нужно обойти статую Архонта, забраться на дерево. И на его ветке, примерно вот в этом месте, где я сейчас нахожусь, будет находиться следующий анимакул. У меня он собран, поэтому на миникарте он у меня не отмечается.
Продолжаем развлекаться. Вон тропинка, которая ведет сюда. Статуя Архонта. Дерево. Анимакул находится тут. Нам нужно собрать 3 духов, чтобы был воздушный поток. 1 дух, 2 дух и 1 дух спрятан здесь в кустах. Отлично. Двигаемся дальше. Теперь внимание. Вот находится колонна, на которой я стою. Статуя Архонта, дерево, предыдущее место, где мы были. И у меня его здесь нету. Он будет перед вами. Вам нужно будет просто спланировать. И вы его соберете. Идем дальше. Статуя Архонта, дерево, там где тропинка, колонна. Телепортируемся на это подземелье. И видите вот это большое строение. Нам сюда нужно активировать механизм, чтобы шел воздух. Ну, поток воздуха. Активируем и поднимаемся высоко. Довольно высоко. И вот мы его пролетаем. Можно просто упасть. И собрать его. Двигаемся дальше, друзья. Данное подземелье, на которое мы телепортируемся, когда спускаемся сюда. Тут у нас статуя Архонта, дерево и так далее. Тут будет находиться небольшой лесок. Рядом со скалой. И тут будет 2 дерева. Так вот здесь, друзья, будет находиться следующий анимакул. Он у меня не отмечен, так как уже давным-давно собран. Находимся, можно сказать, на перекрестке. Ориентир на миникарте и карте вот эта вот скала тоже сойдет. Нам нужно здесь подняться наверх. 1, 2, 3. Готово. Сейчас мы с вами здесь. Вот вам для ориентира озеро. Меж этих 2 скал будет находиться анимакул. Примерно вот в этом месте. То есть пролетаем, спокойненько его собираем, никаких проблем у вас с этим возникнуть не должно. Наверху данного перекрестия из стволов деревьев, которое находится вот на этом озере, где вот мечи втыканы, будет находиться следующий анимакул, но есть одна проблема. Тут у вас будет купол, который нужно снять. Так вот, что нужно сделать, чтобы его снять? Вам нужно будет зачистить 3 лагеря. 1, 2, ну и, собственно, 3. Ну и да, пока вы будете выполнять данный квестик, в этом месте, в доме Хильчурлов, вы найдете еще один. Он у меня тоже, естественно, собран. Будет прямо перед вами. Следующая точка, которая нам нужно отправиться, здесь. С этой горы, точнее даже с этого утеса, мы должны спуститься на этот мост и собрать этот анимакул. И да, его я пропустил давным-давно. Собрано. Вон, не знаю, для ориентира вам те упавшие деревья. Подходим к этому обрыву и планируем. И собираем здесь. Вон его видно, кстати. Отлично. Дальше нам нужно с вами отправиться на риф Маска. Но, если вы только начали играть, вы просто так сюда не попадете. Вам нужно дойти до мыса Веры и пройти здесь небольшую головоломку. Если я не забуду, друзья, я скину в описании под видео данный видос. И в подсказочку в правом верхнем углу. Если я все же забуду, что возможно, ибо это видео большое, и пишу я его не один день, то маякните об этом в комментарии. Спасибо. Так вот, риф Маска. На вершине этого телепорта будет анимакул, но забраться наверх по этому телепорту у вас не получится. Видите, персонаж не может залезть, он не цепляется, поэтому мы работаем с вами по-другому. Заходим на эту сторону, то есть получается, если мы идем к телепорту, то это с левой стороны, ну вот, чтобы вы понимали. Собираем этих ребят. Получается воздушный поток, мы взмываем вверх и планируем на вершину. Вот сюда. И собираем.
Ну и получается то, что мы собрали здесь все анимакулы на склоне песни ветра. Вот это вот все зачищено. Двигаемся с вами дальше. Нагорье ревущих ветров. Перед вами скриншот, на котором я отметил точки, где находятся нами искомые анимакулы. Естественно, пройдемся по всем им, где они находятся, потому что загадочки, еще раз загадочки, могут быть непонятные моменты, с которыми вы столкнетесь. А так я вам все покажу и разжую. В этой точке будут находиться хиричурлы, и вы с ними разберетесь, проблем не будет. И вот тут у вас будет находиться большой камень, который нужно будет разрушить. Повторюсь, лучше всего использовать двуручное оружие, но и обычным, в принципе, получится. И здесь, естественно, будет находиться тот самый анимакул. Вот где мы были до этого. И для ориентира вам вот эти каменные изваяния, почему бы и нет. Смотрите, что дальше. Дальше, видите, 3 точки. 1, 2, 3. Нам нужно будет собрать их в следующем порядке. Эту, либо ту, без разницы. Но главное, чтобы финальная была здесь, потому что анимакул находится вон там наверху. И подлетаем. Если соберете в другом порядке, будет неприятно. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Смотрите. Направление. Видите? Эта штука у нас ускоряет наше движение. То есть, если я сейчас соберу в другом порядке, то меня ускорит сюда. Будьте внимательны. Вон вдалеке видно предыдущий ориентир. И вот вам следующий. Так вот, здесь в лесочке, меж двух стволов одного дерева, будет находиться еще один анимакул. Вон мы видим с вами предыдущий ориентир. И здесь нам, на этой скале, вот именно с нее, нужно спуститься вниз к анимакулу. Все, он у нас. Давайте к следующему. Кстати, с предыдущей точки, где мы были, это место видно. Тут будут стоять 3 колонны. И нам нужна вот эта, на которой, собственно, будут данные шипы. Наверху у вас будет стоять анимакул. Все очень просто. Можно, конечно, если прям уж сильно хотите, поджечь данные шипы и залезть. От этой статуи Геоархонта идем в эту сторону, и мы окажемся на вот таком торчащем камне. И просто-напросто спускаемся вниз и собираем анимакул. Но, друзья, как видите, он у меня уже собран. Вы его увидите, ни с чем не спутаете, не волнуйтесь. От этой статуи Архонта двигаемся в правую сторону, доходим до сюда, но, внимание, мы находимся на верхней части. И увидите, вон там наверху анимакул. Нам нужно собрать, опять-таки, этих духов. Собираем этот. Этот. И этот. Отлично. Собрали еще один. Следующий анимакул находится в этом месте. Но есть проблема. Он находится над водой. Либо пикируем с высокой башни, либо лезем, скажем, на этот небольшой камень, утесик, и пикируем оттуда. Да, я думаю, вполне сойдет. Да, вполне хватило. Тут все просто. Мы находимся недалеко от Спрингвейла и видим анимакул. Вот Спрингвейл. Вот мы на этой горе сейчас. И вам нужно будет просто заактивировать данный подъем. Но таким вот образом придется. Нужен аниме-персонаж. Но зато, как видите, все получилось. Опять-таки Спрингвейл. Я залез на мельницу, чтобы было удобнее. На крыше этого дома будет находиться анимакул. Я его уже, естественно, собрал. Следующий у нас в этом месте.
Просто двигаемся от Спрингвейла и увидим то, что рядом с дорогой у обрыва будет находиться анимакул. Как видите, этот у меня тоже собран. Далее направляемся в эту точку. Но это находится все гораздо выше, чем данная точка телепортации, учтите это. И тут сразу на краю, естественно, мы его берем, и красота, да и только. Для следующего анимакула вам нужно будет забраться вот на эту гору. То есть находиться выше, чем дорога. И просто-напросто спланировать. И он у нас. Следующий находится здесь. Берем нашу Сахарозу, либо другого аниме-персонажа, активируем и взлетаем. Можно также собрать просто всех 3 духов. Ну и так сойдет. Он у нас. Далее вам придется в этом месте забраться на дерево. Не волнуйтесь, выносливости вам хватит. Только не прыгайте, не нажимайте на пробел, когда вы залезаете. Когда уже залезли, она начнет падать у вас. И вот только сейчас планируете. И собираете анимакул. Винокурня, рассвет. В чем прикол? Нам нужно залезть наверх, но у вас это не получится сделать, если вы полезете здесь. Будете упираться в козырек. Что делать? Нам нужна вот эта балка. Ну или соседняя. Залезаем по ней, после чего лезем, естественно, здесь. Ни в какой козырек мы не упираемся. И берем непосредственно анимакул, который будет находиться у нас на этом вот шпиле. Только аккуратненько, не свалитесь. Как видите, все равно падаем. Но забраться сюда не проблема. Вот у нас следующий анимакул, который находится, ну, недалеко от Винокурни Рассвет. В чем прикол? Прикол в том, что он находится на воде. Конечно, вы можете, скажем, не знаю, попробовать спланировать с какого-нибудь, ну, допустим, с этой скалы. Но можно сделать проще. Берем просто-напросто Кею и идем за анимакулом. Либо другого персонажа с крио-навыками. И еще разок, и в принципе мы соберем. Все. Он у нас. Смотрите, вот тотем, с которым нужно провзаимодействовать аномостихии, чтобы появились данные порталы. Порталы, ускорители, как это правильно? Короче, они вас будут ускорять в сторону самого аномакула. Вон, видите, на миникарте в левом верхнем углу он у меня появился. Сам тотем находится в данном месте. И вы видите духов, которые тут находятся. Помните, как работает данная штука с ускорением? Если мы будем ускоряться снизу вверх, то мы ускоримся вверх. Если сверху вниз, то мы ускоримся вниз. И поэтому нам нужно собрать все это в таком порядке. Второй и третий непосредственно уже внизу. И надеяться, то, что мы везде попадем. Так, теперь давай-ка вот так вот и двигаемся вперед. Собрали. Прекрасно. И все анимакулы в Нагорье Ревущих Ветров у нас собраны, друзья. И это почти победа. Осталось чуть-чуть. И мы с вами, друзья, уже на финишной прямой. Логово ужаса бури, но на самом деле это место называется Горы Светлой Короны. Давайте разбираться, что здесь и как. Сейчас, если что, у вас будет скриншот, или уже он у вас был с самого начала. И да, сюда пройти с наскока не получится. То есть, когда вы на этом острове начнете свой путь в данной игре, сразу добраться, пройти не получится. Будет барьер. Чтобы его снять, нужно пройти сюжетные задания архонтов в Манштате. Ну а мы начинаем. И начнем мы свой путь с вот этого места. Тут у нас будет находиться анимакул. В этом месте. Забираться так высоко, как я, не обязательно. Можно забраться и по этим частям. Выносливости вам хватит. Мне хватило выносливости добраться с самого низа до самого верха, так что должно быть все хорошо. В этой точке вы сразу увидите анимакул, когда встанете сюда. И спокойно сможете спланировать и взять его, но он у меня уже собран. У вас он еще будет показан опять-таки на мини-карте, так что найдете без проблем.
Двигаемся дальше. Вот вам как ориентир данные руины. И анимакул будет находиться прям здесь вот рядышком с вами. Если что, это вот эта вот точка. Ну а в этом случае все просто. На краю данного обрыва будет находиться анимакул. Вам нужно будет найти вот такие вот камни. Находятся они рядом с телепортом. Просто спускаемся вниз на планере, подходим и начинаем бить. Естественно, двуручкой это будет быстрее. И он у нас. Нам нужно будет добраться до данного воздушного потока. Находится это все дело вот здесь. То есть на телепорт подходим и планируем сюда. После чего активируем планер, поднимаемся и собираем анимакул, который будет висеть в воздухе. У меня он собран, но вы его не проглядите. Опять-таки нужно будет найти такие камни. Телепорт, поднимаемся сюда и спускаемся на планере. Тут у нас будут руины, и тут будет еще страж руин, но он нам не интересен. Еще один в копилочку. Тут у меня, правда, уже собрано, но суть такова. Отходим от этого телепорта в эту часть, и тут у нас будет воздушный поток. Такое то, что вы не сможете пройти сквозь него. Вам нужно будет спланировать и сверху пролезть. И соберете анимакул. Если тут не получится слишком маленькая высота, то вот скала побольше. Идем с вами далее. Что у нас тут? А у нас тут как раз таки испытание логового ужаса бури. Ну, то есть пройдите дальше в логово ужаса бури, понятно, ясно. Нам нужно на самый верх. Не стесняемся использовать планер. И вот у нас анимакул. Плюс тут еще у вас будет, если я верно помню, роскошный сундук. Красота. Следующий находится рядом с этим стражей руин, примерно в этом месте. Планируем и собираем, но как сюда попасть? Смотрите, телепортируемся к точке. Ну, где стоит статуя Архонта. И пролезаем в эту щель. И вот то место, на котором мы были. Ну и да, осторожно, страж руин здесь. Это понятно. Этот проказник у нас спрятался здесь. Но прикол в том, что сюда попасть есть несколько способов. Первый, самый такой, знаете, незатейливый, это с самого верха спикировать сюда. Либо с этой точки телепортации добежать сюда, и тут есть у нас где-то рядом воздушный поток, который куда-то, блин, делся. А, вон он, вон он. Чтобы вас сориентировать, я сейчас поднимусь и покажу вам, где это. Вот, пожалуйста, в этом месте. Но не забывайте, когда вы полетите сверху, вы не должны соприкасаться с этим барьером. Вы должны прилететь над ним. Иначе вас откинет. И да, вон статуя Архонта. Тоже как ориентир. Стоим сейчас примерно в том же месте, что и в предыдущем. Вот тот воздушный поток, который сейчас вырубился и снова включился. Бежим сюда. И обратите внимание на поваленные стены, камни, ну и так далее. Нам нужно пролететь туда. И вот наш спрятанный еще один анимакул. Обратите внимание, мы сейчас смотрим с вами на анимакул, который находится рядом с точкой телепортации в данном месте. Но вопрос, как до него добраться? Можно, конечно, но придется немножко пройтись. Отправляемся сюда. Тут у нас, как видите, тотем. Вон точка телепортации, у которой мы были. И берем персонажа с аниме-стихией. И летим. И подхватываем.
Еще один у нас. Опять этот тотем. Вон точка телепортации. Если что, на всякий случай, мало ли вы перематывали. Вот мы где стоим. И у нас тут деревце. И нам нужно прямо на него. Сцапали. Там виднеется та самая точка телепортации, тот тотем. Забраться сюда на самом деле несложно. Тут есть воздушный поток, который периодически появляется. Со скалы можно сюда спланировать. Да и, собственно, наш анимакул находится здесь. Залезть тоже можно. Еще один в копилку. Осталось совсем чуть-чуть, друзья. Совсем чуть-чуть. Придется поиграть в скалолаза. И залезть. И здесь будет находиться анимакул. У меня он уже, как видите, собран. Находимся мы, если что, в этом месте. Вот этот круг. Вот точка телепортации. Переносимся в эту точку. И тут нас будет ждать ветряной поток. И вон туда, если посмотреть, видите, меж колоннами на втором ярусе находится искомый объект. Я уже просто устал говорить слово анимакул. Я даже не знаю, сколько раз я его сказал уже за это видео. И второй поток. Собрано. Спокойненько себе забираемся в этом месте. С обратной стороны вообще без каких-либо проблем. И что у нас получается? Просто подбегаем и планируем. Ну и ветряную ласточку соберем, чего бы, собственно, и нет. А теперь смотрите. Видите колонну с пробитием, скажем так. Мы недалеко от этого места. Ну, прям рядом с ним. Идем туда. Нужно туда попасть. Именно внутрь того отверстия. Но есть одна проблема. Залезть по этой штуке вы не сможете. Видите, вокруг у нас есть круг. Вы в него упретесь головой. Так что же делать? А делать вот что. Залезаем. И просто проходим. Думаю, понятно, где я залез. Ждем восстановления выносливости, мало ли что. И вон там у нас будет анимакул. В самом низу. Шикарно. Горы Светлой Короны полностью зачищены на предмет анимакулов, и мы все их собрали. Да, достижения мы не получили, но мы с вами, друзья, еще можем их сдать статуе Анима Архонта. Не забывайте об этом. Давайте смотреть, сколько там у нас. Дать все. Пусть ветер что-то там получили какое-то достижение. Ваши странствия были оценены, награды, короче, 10 уровень статуи. Круто. И да, естественно, не забываем то, что за повышение статуи вы получаете примагему, опыт приключений, повышение выносливости и прочие вкусняшки. Ну и вот как раз-таки то достижение. Пусть ветер хранит тебя. Повысьте статую 7 архонтов в Манштате до максимального уровня 20 примагемов. Берем. А у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Genshin Impact, которые я для вас отснял, друзья. И со временем, конечно, видосов будет больше. И мы затронем такие темы, как вот это, связанные с геокулами и электрокулами, да и с другими территориями также.
И будут еще ссылочки на социальные сети, другие полезные плейлисты, которые вас сориентируют на данном канале и все такое прочее. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра. До встречи.